Среди всех удивительных находок, сделанных археологами, некоторые древние механизмы просто ошеломляют своим совершенством и функциональностью. Один из таких механизмов – антикитерский механизм, найденный в 2011 году до нашей эры на затонувшем корабле у греческого острова Антикитера. Этот сложный часовой механизм, состоящий из более чем 30 шестерен, использовался для вычисления астрономических положений. Он стал первым известным аналоговым компьютером, демонстрируя невероятные знания древних греков в области механики и астрономии. Уникальность этого устройства заключается в том, что оно позволяло предсказывать солнечные и лунные затмения, а также определять даты Олимпийских игр. Восстановленные модели антикитерского механизма продолжают вызывать восхищение и удивление у современных ученых. Далее следует механизм стратификационной таблицы, найденный в одном из древнегреческих храмов. Этот инструмент, относящийся к III веку до нашей эры, использовался для определения расстояний между звездами. Механизм представляет собой комбинацию линейных и угловых измерений, позволяя астрономам точно вычислять координаты небесных тел. Несмотря на свою простоту, он продемонстрировал высокий уровень знаний о геометрии и астрономии в античности. Еще одним поразительным открытием стал римский аэроплан, который был обнаружен в 20 веке в южной части Италии. Этот механизм, сделанный из дерева и металла, представлял собой примитивную конструкцию с крыльями, напоминающими современные самолеты. Археологи полагают, что этот аэроплан использовался для практических испытаний полета, что ставит под сомнение традиционные представления о развитии авиации. Ученые до сих пор не могут точно установить, как этот механизм функционировал и какие цели ставили его создатели. Древние технологии также включают в себя различные устройства, используемые в строительстве. Одним из таких примеров является механизм подъемника, найденный на строительной площадке пирамид в Египте. Этот подъемный механизм использовал систему блоков и рычагов, позволяя перемещать тяжелые камни на значительную высоту. Его эффективность и конструкция вдохновили современные инженеры на разработку новых строительных технологий. Не менее удивительным является механизм сельскохозяйственного орошения, обнаруженный в древнем городе Месопотамии. Эта система использовала сложные каналы и резервуары для управления водными ресурсами, что позволяло вести сельское хозяйство даже в условиях жесткой засухи. Этот механизм стал основой для современных систем орошения и управления водными ресурсами. История древних механизмов полна открытий, которые изменили ход событий. Эти технологии не только упрощали жизнь людей, но и служили основой для дальнейших инноваций. Каждое новое открытие, связанное с древними механизмами, добавляет новые штрихи к картине нашего понимания прошлых цивилизаций и их удивительных достижений. Каждый механизм — это окно в историю, позволяющее нам взглянуть на то, как люди справлялись с вызовами своего времени и какие идеи вдохновляли их на создания, которые, казалось бы, находятся за пределами нашей современности. И вскоре мы изучим загадочные устройства, которые оставили после себя древние цивилизации, каждая из которых таит в себе свои тайны и удивительные возможности. Среди древних артефактов, которые были обнаружены археологами в различных уголках мира, можно встретить настоящие загадки, способные повергнуть в шок любого любителя истории. Одним из таких устройств является римский компас, обнаруженный в руинах Древнего Рима. Этот загадочный прибор, сделанный из бронзы и камня, использовался для навигации и определения местоположения объектов на карте. Удивительно, но его конструкция указывает на уровень знаний, которые римляне имели в области геодезии и картографии, намного опередивший свое время. Не менее интригующим является древнегреческий астролябий, найденный на острове Родос. Эта уникальная конструкция позволяла астрономам определять положение звезд и планет, а также вычислять время по их движению. Ученые до сих пор недоумевают, как в то время удавалось создать такой точный инструмент, который стал основой для дальнейших астрономических исследований. Переходя к древним цивилизациям Востока, стоит упомянуть об удивительных устройствах, найденных в Месопотамии. Одним из таких артефактов стала водяная машина, использовавшая силу потоков рек для перемещения воды по каналам. Эта система орошения, включающая в себя сложные механизмы и технологии, позволила развивать сельское хозяйство в засушливых регионах и обеспечивала существование целых городов на протяжении веков. Инженеры древности смогли создать устройство, которое функционировало без использования современных источников энергии. Не менее интересен и механизм для извлечения соли, найденный на побережье Древней Финикии. Эта сложная конструкция позволяла эффективно добывать соль из морской воды без значительных затрат времени и ресурсов. Использование механических устройств для повышения производительности труда стало важным шагом в развитии экономики древних цивилизаций. А что насчет фараоновой катапульты, обнаруженной в Египте? Этот боевой механизм использовался в военных конфликтах, чтобы метать тяжелые снаряды на врага. Конструкция катапульты была настолько продуманной, что могла создавать мощный удар, поражающий противника на значительном расстоянии. Удивительно, что такие технологии использовались в античности, что открывает новую страницу в истории военного дела.
Другие довольно загадочные устройства можно найти в руинах индийской цивилизации. Например, механизм для обработки хлопка, который использовался для создания текстиля. Этот механизм значительно увеличивал эффективность производства, позволяя перерабатывать до 50% больше хлопка за тот же период времени. Открытие этого устройства ставит под сомнение представление о том, как долго на самом деле развивалась текстильная промышленность. Каждое из этих устройств — это не просто механизм, а настоящая находка, открывающая новые горизонты для понимания истории. Они показывают, насколько сложными и продуманными были технологии древних цивилизаций, и как они смогли адаптироваться к вызовам своего времени, создавая устройства, которые изменяли их повседневную жизнь. Исследуя эти загадочные устройства, мы приближаемся к разгадке тайны, которая по-прежнему будоражит умы ученых. Вскоре мы погрузимся в мир легендарных библиотек, где хранились знания, изменившие ход истории. Среди величественных сооружений древности можно найти истинные сокровища. Легендарные библиотеки, которые хранили в себе знания и мудрость целых цивилизаций. Одним из самых известных примеров является Александрийская библиотека, основанная в III веке до нашей эры. Эта библиотека, когда-то являвшаяся культурным и интеллектуальным центром мира, хранила более 700 тысяч свитков. Ученые со всей античной Греции и Рима стекались сюда, чтобы изучать философию, математику, астрономию и искусство. Однако, к сожалению, библиотека была уничтожена в результате серии пожаров и войн, что привело к утрате огромного количества знаний. Не менее значимой была библиотека Ниневии, которая находилась в Ассирии и была открыта в IX веке до нашей эры. Она содержала тысячи глиняных табличек с клинописными текстами, охватывающими темы от мифологии до астрономии. Эти таблички стали основой для изучения древнеассирийской культуры и языка, а их обнаружение в XIX веке стало настоящим прорывом в археологии. Библиотека Пергама, основанная в III веке до нашей эры, также заслуживает внимания. Она была известна своей коллекцией пергаментов и даже соперничала с Александрийской библиотекой по числу хранящихся в ней свитков. Однако, в отличие от Александрийской, библиотека Пергама сохранилась дольше и стала важным центром для ученых и философов. Одна из самых загадочных библиотек — библиотека в Уруке, городе, который считается одним из первых в истории человечества. Она была обнаружена в 20 веке и содержала более 30 тысяч клинописных табличек, датируемых 3-м тысячелетием до нашей эры. Эти таблички охватывали различные аспекты жизни, включая мифы, законы и даже рецепты, что позволило нам лучше понять быт и культуру шумеров. Также стоит упомянуть о библиотеке в Оксфорде, которая хранит древние манускрипты, многие из которых были написаны в средние века. Эти тексты содержат важные сведения о медицине, астрономии и философии и являются бесценным источником информации для историков. Каждая из этих библиотек не просто хранилище книг, а настоящие хранилища знаний, которые формировали мышление людей на протяжении веков. Уничтожение таких мест, как Александрийская библиотека, стало настоящей катастрофой для мировой культуры, так как многие знания потерялись навсегда. Сейчас, когда археология продолжает открывать новые находки, мы можем надеяться, что в будущем будут обнаружены еще более значимые библиотеки, которые помогут заполнить пробелы в нашем понимании ушедших цивилизаций. Следующим шагом в нашем путешествии станут чудеса инженерии, которые продемонстрировали уровень знаний и мастерства древних строителей, оставивших свой след в истории. Чудеса инженерии древности поразительны и до сих пор вызывают восхищение у современного человека. Одним из самых ярких примеров является Колизей в Риме, построенный в I веке нашей эры. Этот амфитеатр, вмещающий до 50 тысяч зрителей, стал символом римской инженерной мысли. Его уникальная конструкция из бетона и камня позволила создавать сложные механизмы для проведения гладиаторских боев и других зрелищ. Инженеры использовали арки и своды, что обеспечивало прочность и устойчивость конструкции, а также делало возможным создание огромных открытых пространств. Не менее впечатляющим является акведук в Сеговии, построенный в I веке нашей эры и действующий до сих пор. Эта система водоснабжения, состоящая из множества арок, протянулась на более чем 9 километров. Она показывает, насколько продвинутыми были технологии римлян в области гидравлики. Акведук использовал гравитацию для переноса воды из источника, обеспечивая жителей города качественной питьевой водой. Это сооружение стало одним из лучших примеров римской архитектуры и инженерии. Переходя к Древнему Египту, нельзя не упомянуть о пирамидах, которые были построены более 4000 лет назад. Самая известная из них — пирамида Хеопса, высотой более 140 метров и состоящая из 2 миллионов каменных блоков. Каждый блок весил в среднем по 2,5 тонны. Строители использовали невероятные методы, чтобы перемещать такие тяжелые камни, включая системы наклонных плоскостей и рычагов. Эти выдающиеся достижения остаются предметом исследований и вдохновения для современных инженеров. Но не только великие строения характеризуют древнюю инженерию.
В Месопотамии были найдены водяные мельницы, которые использовались для перемалывания зерна еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Эти устройства использовали силу течения рек для приведения в действие механизмов, что позволяло значительно повысить производительность сельского хозяйства. Каждая мельница была уникальной конструкцией, демонстрирующей высокий уровень инженерной мысли того времени. В Индии был обнаружен удивительный механизм для очистки воды, который использовал несколько уровней фильтрации и был создан более 2000 лет назад. Этот прибор позволял жителям очищать воду от примесей, что было жизненно важным для поддержания здоровья. Археологи обнаружили такие устройства в различных регионах страны, что подтверждает их широкое использование. Механизмы для обработки древесины, найденные в древних цивилизациях, также заслуживают внимания. В Китае была обнаружена система для резки древесины, которая использовала сложные механизмы и блоки для повышения эффективности. Эти устройства позволяли значительно ускорить процесс обработки древесины, что способствовало развитию строительной отрасли. Каждое из этих чудес инженерии является ярким свидетельством о высоком уровне знаний и мастерства древних строителей. Их достижения не только изменили облик городов, но и стали основой для дальнейших технологий. Изучая эти сооружения, мы понимаем, что древние цивилизации обладали уникальными знаниями, которые служили основой для многих современных технологий. Впереди нас ждут удивительные открытия, связанные с технологиями, которые опередили свое время и их влияние на историю человечества. Древние технологии занимают особое место в истории человечества, и некоторые из них опередили свое время, став настоящими чудесами инженерной мысли. Одним из таких примеров является механизм, известный как антикитерский механизм. Созданный в III веке до нашей эры, он использовался для вычисления астрономических событий и предсказания затмений. Ученые долгое время удивлялись его сложности, и лишь в 20 веке удалось восстановить его конструкцию, что стало прорывом в понимании античной астрономии. Еще одним знаменательным примером является планетарий. Устройство, найденное в руинах античного города, которое использовалось для описания движений планет. Оно показало, что древние греки имели достаточно знаний для создания инструментов, которые могли точно симулировать движение небесных тел. Такие механизмы демонстрируют высокий уровень техники и инженерного мышления, доступного людям того времени. Древние египтяне также оставили свой след в истории с помощью своих удивительных технологий. Пирамиды, построенные более 4000 лет назад, до сих пор вызывают восхищение. Например, пирамида Хеопса была построена с использованием более 2 миллионов каменных блоков, каждый из которых весил около 2,5 тонны. Строители использовали сложные системы рычагов и наклонных плоскостей для перемещения таких тяжелых объектов, что говорит о высоком уровне инженерных навыков. Не менее захватывающим является механизм для обработки хлопка, обнаруженный в руинах индийской цивилизации. Этот механизм, созданный более 2000 лет назад, позволял значительно повысить эффективность производства текстиля, перерабатывая хлопок в больших объемах. Этот артефакт ставит под сомнение традиционные представления о том, когда началось массовое производство текстиля. Также стоит упомянуть о водяных мельницах, найденных в Месопотамии. Эти устройства использовали силу рек для перемалывания зерна, что значительно увеличивало производительность сельского хозяйства. Исследования показывают, что такие механизмы существовали уже в третьем тысячелетии до нашей эры и активно использовались для обеспечения питания населенных пунктов. Еще одним замечательным открытием стал древнегреческий астролябий. Этот инструмент позволял астрономам определять положение звезд, что делало его незаменимым в навигации. Создание такого точного устройства в древности указывает на высокие достижения в области науки и техники. Механизмы, использовавшиеся для орошения полей, также не оставляют равнодушными. В древнем городе Месопотамии была обнаружена система, которая использовала сложные каналы и резервуары для управления водными ресурсами, что позволяло вести сельское хозяйство даже в условиях чрезвычайной засухи. Эта технология стала основой для современных систем орошения. Исследования показывают, что древние цивилизации обладали удивительными знаниями, которые позволили им создавать устройства, опередившие свое время. Эти технологии стали основой для многих современных изобретений и открытий. Каждое новое открытие, связанное с древними механизмами, добавляет новые штрихи к картине нашего понимания прошлого. Вскоре мы погрузимся в мир секретов древних приборов для измерений, которые также оставили свой значимый след в истории. Секреты древних приборов для измерений, которые мы находим в археологических раскопках, открывают удивительные горизонты знаний, существовавших в античные времена. Одним из наиболее интригующих артефактов является астролябий, найденный на острове Родос. Этот инструмент, использовавшийся древними греками, позволял астрономам определять положение звезд и вычислять время по их движению. Сложная конструкция астролябия демонстрирует высокие достижения в области астрономии и навигации. Его использование стало основой для дальнейших исследований небесных тел, а современные астрономы все еще изучают этот уникальный прибор, пытаясь понять, как именно его разрабатывали древние мастера. Не менее впечатляющим является музыка звезд, устройство, найденное в развалинах древнегреческого храма.
Этот инструмент использовался для определения промежутков времени, основываясь на изменении звуковых волн от небесных тел. Археологи предполагают, что с его помощью древние ученые могли следить за трендами в астрономии и использовать эти знания для сельскохозяйственных циклов. Открытие этого прибора показало, насколько глубоко древние греки понимали связь между звездами и временем. В Месопотамии были обнаружены уникальные приборы для измерения времени, такие как водяные часы, использовавшие поток воды для отслеживания времени. Эти устройства, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, продемонстрировали, как древние цивилизации справлялись с задачами, которые впоследствии стали основой для более современных технологий. Вода, протекая через специальные отверстия, позволяла точно измерять отрезки времени, что делало такие часы незаменимыми для ведения записей и планирования. А в Индии археологи обнаружили механику, известную как часы Солнца, которые использовали тени от солнечных лучей для определения времени. Эти устройства, созданные более 2000 лет назад, показывают, как древние цивилизации адаптировались к своим условиям, используя простые, но эффективные методы для решения сложных задач. Часы Солнца стали важным шагом в развитии астрономии и понимания времени как концепта. Среди удивительных находок выделяется и римский компас, который использовался для навигации и определения местоположения. Этот прибор, сделанный из бронзы и камня, позволял римлянам точно ориентироваться на местности и открывал новые горизонты для мореплавания. Компас, обладая высокой точностью, обеспечивал безопасность путешествий по неизведанным водам, что способствовало развитию торговли и обмена знаниями между цивилизациями. Не менее захватывающим является гносис – устройство для измерения углов, найденное в древних храмах. Этот прибор позволял строителям точно определять углы и линии, что стало основой для архитектурных достижений Древнего Египта и Месопотамии. Исследования показывают, что такие устройства были широко распространены и использовались для создания сложных сооружений, таких как пирамиды и храмы. Каждое больше из этих устройств – это не просто механизмы, а целая глава в истории науки и техники. Они показывают, насколько сложными были технологии древних цивилизаций и как они использовали свои знания для решения практических задач. Археология продолжает открывать новые находки, которые подчеркивают достижения в области измерений. И вскоре мы погрузимся в мир необъяснимых артефактов, которые оставили после себя наши предки, тая в себе множество загадок и неразгаданных тайн. Среди необъяснимых артефактов, найденных археологами, есть такие, которые ставят под сомнение все представления о древних цивилизациях и их технологических достижениях. Одним из самых загадочных является батарея Вольта, обнаруженная в Иране и датируемая 1 веком нашей эры. Этот артефакт, представляющий собой глиняный сосуд, содержащий медные и железные элементы, возможно, использовался как элементарная батарея, способная генерировать электрический ток. Ученые до сих пор не могут понять, как древние люди могли использовать электронику без современных знаний о ее принципах работы. Не менее интригующим является так называемый механизм из Нассера. Найденный в Ливии, этот артефакт представляет собой сложное устройство, содержащее элементы, похожие на современные моторы и системы шестерен. Ученые предполагают, что он мог использоваться для выполнения различных задач, связанных с механикой, но его точное предназначение остается неизвестным. Этот артефакт вызывает вопросы о том, насколько сильно были развиты технологии в древности и какие утерянные знания мы до сих пор не можем восстановить. В Египте были найдены глиняные модели, которые представляют собой миниатюрные версии механизмов, использовавшихся для строительства пирамид. Эти модели демонстрируют, что древние египтяне имели четкое представление о механике и архитектуре. Археологи находят такие модели в количестве, достаточном для того, чтобы понять, что они могли использоваться как обучающие инструменты для рабочих, участвующих в строительстве. Еще один шокирующий артефакт – это золотой диск, найденный в гробнице фараона. Он имеет сложные гравировки, которые, как считается, представляют собой астрономические карты. Некоторые ученые предполагают, что этот диск мог использоваться для навигации, так как он точно указывает на положение звезд и планет в определенные моменты времени. Но как древние египтяне, не имея современных телескопов, смогли создать такой точный инструмент? Этот вопрос остается открытым. Перемещаясь в Месопотамию, нельзя не упомянуть о большом каменном блоке, найденном в городе Урук. На нем изображены сложные механизмы и схемы, которые указывают на возможные технологии, использовавшиеся для управления водными ресурсами. Это открытие ставит под сомнение представление о том, что древние общества не имели развитых систем для регулирования орошения и сельского хозяйства. А в Индии археологи нашли механизм для обработки зерна, который использовал сложные системы рычагов и шестерен. Это открытие указывает на то, что древние люди могли значительно повышать эффективность своих сельскохозяйственных работ, используя механизмы, которые до недавнего времени считались невозможными для той эпохи. Каждый из этих необъяснимых артефактов вызывает больше вопросов, чем ответов, и демонстрирует, насколько сложными и высокоразвитыми могли быть древние цивилизации.
Эти находки не только раскрывают перед нами удивительные достижения предков, но и подчеркивают тот факт, что многое из того, что мы принимаем за данное сегодня, могло быть результатом утерянных знаний и технологий. Вскоре мы погрузимся в мир исчезнувших технологий, исследуя мифы и реальность, которые окружают эти удивительные открытия. Исчезнувшие технологии древних цивилизаций продолжают вызывать живой интерес и ставят перед учеными множество вопросов. Некоторые из этих технологий, о которых мы слышим только в мифах и легендах, могут быть более реальными, чем мы думаем. Одним из таких примеров является греющая лампа, упоминаемая в древнегреческих текстах. По легенде, это устройство использовалось для освещения и обогрева помещений, однако его точная конструкция и принцип работы оставались неизвестными на протяжении веков. Исследования показывают, что такие устройства могли использоваться в различных культурах, что ставит под сомнение традиционное понимание истории освещения. Не менее интересен и механизм Хараппы, найденный в руинах древней индийской цивилизации. Этот сложный сосуд, обнаруженный в 20 веке, демонстрирует, что древние индийцы имели представление о механике и гидравлике. Артефакт включает в себя элементы, которые могли служить для управления потоком воды, что было крайне важно для сельского хозяйства в условиях засушливого климата. Находка не только подтверждает высокую степень инженерного мышления, но и подчеркивает возможность существования систем орошения, которые опередили свое время. В Египте археологи обнаружили космические зеркала, которые якобы использовались для наблюдения за звездами и планетами. Эти устройства, сделанные из полированного металла, могли отражать свет и помогать древним астрономам определять время и направление. Однако до сих пор никто не может точно сказать, каким образом эти зеркала использовались и какие знания были доступны египтянам о небесных телах. Это открытие вызывает удивление и заставляет ученых задуматься о том, какие достижения могли бы быть утеряны. Еще одним загадочным артефактом является летательный аппарат, найденный в древней Месопотамии. Находка представляет собой миниатюрную модель, которая могла бы служить основой для реального устройства, предназначенного для полета. Модели показывают, что древние инженеры могли экспериментировать с крыльями и аэродинамикой, что ставит под сомнение традиционное понимание истории авиации. Исследования показывают, что попытки создания летательных аппаратов могли существовать уже в третьем тысячелетии до нашей эры, что далеко опережает общеизвестные факты. Также стоит упомянуть о звуковом механизме, найденном в руинах древнегреческого храма. Это устройство использовалось для производства музыки и, возможно, для ритуальных целей. Некоторые исследователи полагают, что оно могло быть связано с астрономическими наблюдениями и использовалось для синхронизации событий. Однако, как именно древние греки могли создать такой сложный инструмент, остается загадкой. Каждый из этих исчезнувших артефактов подчеркивает, как много мы еще не знаем о технологиях, существовавших в древности. Они ставят под сомнение традиционные представления о развитии человеческой цивилизации и заставляют нас задумываться о том, какие еще открытия могут быть сделаны в будущем. Исследуя эти удивительные находки, мы приближаемся к пониманию того, как древние технологии могли бы изменить наше представление о прошлом. Вскоре мы погрузимся в мир археологии и увидим, как новые открытия меняют наше восприятие истории и помогают понять, что действительно происходило в древние времена. Археология, как наука, постоянно открывает новые горизонты, позволяя нам заново осмысливать наше прошлое. На протяжении многих столетий археологи находили артефакты, которые переворачивали наши представления о древних цивилизациях и их достижениях. Каждая новая находка вносит свой вклад в понимание истории, показывая, насколько высокоразвитыми были люди в те далекие времена. Одна из таких находок произошла в XIX веке, когда были обнаружены глиняные таблички в Месопотамии, содержащие законы и административные записи. Эти таблички помогли историкам понять, как функционировали общества того времени и стали основой для исследований древней вавилонской культуры. Еще одним важным открытием стали руины древнего города Петра, обнаруженные в XX веке. Этот город был известен своими выдающимися архитектурными достижениями и сложными системами водоснабжения. Специалисты удивлялись тем, как жители древней Набатея смогли создать такую сложную инфраструктуру в условиях пустыни. Раскопки показали, что они использовали методы, которые до сих пор остаются недоступными для современных технологий. В 30 году нашей эры в Египте была найдена мумия, которая, как выяснилось позже, имела золотую маску с сложными гравировками. Исследования показали, что эти гравировки не просто украшения, а содержат важную информацию о жизни и смерти фараона. Эта находка открыла новые страницы в понимании древней египетской культуры и их взглядов на загробную жизнь. Находки, сделанные в античной Греции, также перевернули наши представления о знании и образовании. Найденные в развалинах Афин фрагменты древних текстов и философских учений показывают, что греки уже тогда обладали широкими знаниями в области науки и математики. Эти открытия стали основой для многих современных дисциплин, включая философию и естественные науки. Каждая из этих находок открывает новые горизонты для изучения.
Например, в 20 веке археологи обнаружили руины древнего шумерского города Ур. Это открытие позволило исследовать социальную структуру шумерской цивилизации и их достижения в области письменности и права. Ученые нашли таблички с клинописными текстами, которые содержат как административные, так и литературные записи, что дало возможность лучше понять культуру и обычаи шумеров. Также следует отметить, что археологические раскопки в Индии привели к удивительному открытию останкам древнего города Хараппы, который был частью индуистской цивилизации. Этот город, датируемый третьим тысячелетием до нашей эры, показывал уровень развития городской инфраструктуры, включая дренажные системы и планировку улиц. Эти находки изменили наше представление о городах того времени и о том, как люди организовывали свою жизнь. В последние годы археологические исследования продолжают удивлять нас новыми открытиями. Например, в Австралии были обнаружены останки древней цивилизации, которая, как полагают, существовала более 50 тысяч лет назад. Эти находки помогут нам понять, как люди адаптировались к условиям окружающей среды и какие технологии они использовали для выживания. Каждое новое открытие не только добавляет штрихи к картине нашего понимания прошлого, но и открывает новые вопросы, на которые ученые продолжают искать ответы. Археология меняет наш взгляд на историю, показывая, что древние цивилизации были не только живыми, но и высокоразвитыми. Вскоре мы погрузимся в мир древних технологий, которые оставили свой след на истории человечества, и узнаем, какие удивительные достижения были утеряны со временем.